Добро пожаловать туда, где каждая история скрывает свою тайну. Здесь вас ждут неожиданные события, сильные герои и развязки, которые невозможно предугадать. Устраивайтесь поудобнее, наша новая история начинается прямо сейчас. Тайна мертвого наследника. В самом расследовании мне участвовать не довелось. Все, что я видел лично, появление в конторе Хьюита мистера Хораса Боуайера, человека, который и поручил ему это дело. Да и тогда я успел заметить лишь его спину. Я как раз спускался из своих комнат по лестнице, когда Боуайер торопливо исчез за дверью кабинета Хьюита. Позднее, когда Хьюит вернулся из Ирландии, я подробно записал всю эту историю с его слов. Дело показалось мне слишком примечательным, чтобы оставить его без внимания. Прежде всего потому, что оно наглядно показало, как легко человек способен собственными руками создать против себя почти неопровержимые доказательства. Через несколько минут после появления незнакомца Кирет принес Хьюиту в кабинет карточку нового посетителя. На карточке значилось имя мистера Хораса Боуайера. Рядом было особо отмечено, что дело чрезвычайно срочное и не терпит ни малейшего промедления. Впрочем, о нетерпении посетителя Хьюит мог догадаться и без карточки. Из приемной уже доносился раздраженный грохот калитки, которую Боуайер настойчиво пытался открыть сам. Хьюит появился в дверях и пригласил посетителя войти. Кирет отпер калитку, и Боуайер буквально ворвался в кабинет, едва дождавшись, когда проход освободится. Перед Хьюитом оказался полный краснолицый джентльмен с громким голосом и тяжелым взглядом. По его манере держаться сразу чувствовался человек, привыкший добиваться желаемого. «Мистер Хьюит, мне нужно, чтобы вы занялись этим немедленно. Дело чрезвычайно серьезное, и, боюсь, любое промедление может обойтись слишком дорого. Считайте, что я уже нанял вас, мистер Хьюит. Деньги меня совершенно не волнуют. Назовите любую сумму, только отложите остальные дела и займитесь моим в первую очередь». «Боюсь, так поступить я не смогу, мистер Боуайер. Я уже взялся за дела других людей и не стану бросать их лишь потому, что новый клиент готов заплатить больше. Иначе завтра сюда придет другой джентльмен, предложит больше вас и потребует немедленно бросить уже ваше дело. Сомневаюсь, что подобные правила понравились бы вам самому». «Но вы все еще не понимаете меня, мистер Хьюит. Здесь речь идет не о деньгах и не об обычном расследовании. Человек уже погиб, а убийца, возможно, сейчас уходит все дальше». «Я вполне допускаю, что ваше дело действительно касается жизни и смерти, мистер Боуайер. Но прямо сейчас подобных трагедий происходят тысячи, хотя о большинстве из них мы с вами ничего не знаем. Кроме того, у меня уже есть несколько столь же серьезных дел, о которых вы ничего не знаете. Поэтому вопрос не в деньгах, а лишь в том, смогу ли я взяться еще и за ваши. Расскажите мне все по порядку, мистер Боуайер. Тогда я пойму, смогу ли заняться вашим делом, не бросая людей, которым уже обещал помощь. Одни дела требуют месяцев непрерывной работы, другими можно заниматься время от времени. А некоторые удается закончить всего за несколько дней или даже часов». «Хорошо, мистер Хьюит, я расскажу все с самого начала. Но прежде взгляните вот на это, и тогда вы сразу поймете, почему я так спешил к вам». С этими словами Боуайер достал сложенную газетную вырезку и протянул ее через стол Хьюиту. Это заметка из провинциальной хроники Стандарда, опубликованная всего 2 дня назад. Прочтите ее внимательно, мистер Хьюит, особенно последние несколько строк. Хьюит молча взял вырезку, расправил ее перед собой и внимательно пробежал глазами напечатанные строчки. Эпидемия оспы в ирландском графстве Мэй по-прежнему не ослабевает. Болезнь продолжает распространяться среди местного населения. Особенно тревожит скорость распространения инфекции.
Ведь здешние поселения разбросаны далеко друг от друга, а многие районы графства населены крайне редко. По всей видимости, главными очагами заражения остаются торговые городки. В базарные дни туда съезжаются жители окрестных деревень и ферм, а затем разносят болезнь по всему графству. Во многих случаях оспа принимает особенно тяжелую и злокачественную форму. Болезнь развивается стремительно, а число смертельных исходов за последние недели заметно выросло. Немногочисленные врачи, работающие в графстве, находятся на пределе сил. Им приходится ежедневно преодолевать огромные расстояния между домами заболевших. Среди умерших за последние несколько дней значится мистер Элджернон Рьюс, молодой английский джентльмен, гостивший у своего знакомого в коттедже неподалеку от Каланина. Как сообщается, мистер Рьюс приехал в графство Мэй ради рыбной ловли и провел здесь несколько недель, прежде чем внезапно заболел и скончался. Значит, вас интересует именно смерть мистера Элджернона Рьюса. Но сама газетная заметка пока не объясняет, почему вы так настойчиво хотели меня видеть. Вы поняли совершенно правильно, мистер Хьюитт. Я не просто сомневаюсь в официальной версии, а почти уверен, что Элджернон Рьюс умер вовсе не от оспы. Я убежден, что Элджернона хладнокровно убили. И больше всего подозреваю человека, который жил с ним под одной крышей и при этом называл себя его другом. И как, по-вашему, его могли убить? Вы хотя бы представляете, что именно произошло и какое средство мог использовать убийца? Как именно его убили, я пока не представляю, и это как раз предстоит выяснить вам. Но сначала нужно найти человека, которого я считаю убийцей. После смерти Рьюса он внезапно исчез, и это бегство лишь усилило мои подозрения. А какое отношение к этой истории имеете вы сами? Почему именно вас настолько волнует смерть Рьюса и судьба его наследства? Я один из попечителей по завещанию его покойного дяди. Если бы Элджернон прожил еще около 2 месяцев, в его распоряжение перешло бы огромное состояние, и именно поэтому момент его смерти кажется мне особенно подозрительным. Завещание оставил дядя Элджернона, мой старый друг, которого я хорошо знал много лет. Поэтому все условия этого документа мне прекрасно известны. По завещанию Элджернон не мог распоряжаться своей частью до 25 лет. До этого возраста все состояние оставалось под управлением попечителей. Его младшая сестра, мисс Мэри Рьюс, тоже была упомянута в завещании. Однако причитавшаяся ей сумма была значительно меньше доли ее брата. Свое наследство Мэри должна была получить либо в 25 лет, либо сразу после замужества, смотря что произойдет раньше. Но самое важное условие касалось другого, мистер Хьюитт. Запомните его особенно хорошо, потому что именно здесь, на мой взгляд, начинается настоящая причина всей этой истории. Если один из них умирал раньше, чем успевал получить наследство, вся причитавшаяся ему доля автоматически переходила другому. Боуэр сделал небольшую паузу, словно хотел убедиться, что Хьюитт полностью оценил значение только что услышанного. А теперь обратите внимание на главное обстоятельство. Элджернон умер меньше, чем за 2 месяца до своего 25-го дня рождения, и поэтому вступить в наследство уже не успел. Следовательно, все огромное состояние, предназначившееся Элджернону, теперь должно перейти его сестре Мэри. До этого ее собственная доля была сравнительно небольшой. Причем речь идет не о земле или имении, связанном особыми условиями. Это крупный личный капитал, которым Мэри сможет распоряжаться совершенно свободно. А теперь вы поймете, почему я вообще приехал к вам. Человек, которого я подозреваю в убийстве Элджернона, помолвлен с его сестрой Мэри, женщиной, которой теперь достается все состояние. На этот раз Боуэр замолчал надолго, явно ожидая реакции. Но Хьюитт лишь слегка приподнял брови и едва заметно кивнул. Скажу прямо,
Стэнли Мэйн мне никогда не нравился. Слишком тихий, слишком осторожный, всегда словно старается держаться в стороне и не показывать, что у него на уме. Я больше доверяю человеку, который смотрит прямо и говорит то, что думает. А постоянная скромность Мэйна кажется мне наигранной. Человек, который сам пробивает себе дорогу в жизни, едва ли может быть настолько робким. Значит, собственных денег у него почти нет. Насколько я понимаю, Мэйн не богат и живет в довольно стесненных обстоятельствах. Стэнли Мэйн действительно был небогатым человеком. Он врач по профессии, но собственной практики так и не приобрел и серьезных денег никогда не имел. После получения квалификации он работал помощником у другого врача. Насколько мне известно, денег на покупку собственной хорошей практики у него просто не было. Вот вам и возможный мотив. После смерти Элджернона невеста Мэйна становится наследницей огромного состояния, а после свадьбы это неизбежно изменит и его собственную жизнь. Но с этим еще предстоит разобраться. Что касается Мэри, бедная девушка не променяла бы собственного брата даже на 50 таких состояний. А теперь вернемся к самой поездке, мистер Боуэр. Что происходило с Элджерноном перед отъездом, и почему Мэйн решил увезти его именно в Ирландию? В последние месяцы Элджернон заметно сдал, осунулся, ослаб и выглядел гораздо хуже прежнего. Было очевидно, что ему действительно нужен отдых. Именно Мэйн предложил ему уехать подальше от Лондона, сменить обстановку и больше бывать на воздухе. Он надеялся хотя бы ненадолго отвлечь Элджернона от тяжелых мыслей. Кроме того, незадолго до этого Элджернон пережил тяжелую личную трагедию. Подробностей я почти не знаю и никогда не считал себя вправе расспрашивать его об этом. Насколько я понимаю, он собирался жениться на молодой женщине, которую очень любил, но она неожиданно умерла. После этого Элджернон словно сломался, замкнулся и почти потерял интерес к жизни. Мэйн всегда имел на Элджернона большое влияние. Он был года на 4 или 5 старше, а Рьюс, похоже, привык прислушиваться к нему почти во всем. Вот Мэйн и убедил его отправиться вдвоем на запад Ирландии, в настоящую глушь. Там они собирались жить почти в полном одиночестве и ловить лосося. Уже тогда такой выбор показался мне странным. Для человека, едва оправившегося после тяжелого потрясения, можно было найти место куда спокойнее и удобнее ирландской глуши. Но Мэйн настоял на своем, и они уехали. Им удалось снять небольшой, но вполне приличный коттедж, когда-то построенный местным землевладельцем специально для приезжавших туда рыбаков. Мэйн и Рьюс арендовали этот коттедж и поселились там вдвоем. Вскоре после их приезда по округе начала распространяться эпидемия оспы. Но я почти уверен, что сама эпидемия здесь ни при чем. Настоящая причина смерти Элджернона, по-моему, была совсем другой. Поначалу все шло спокойно, и никаких тревожных известий не приходило. Но чуть больше недели назад миссис Рьюс неожиданно получила от Мэйна вот это письмо. Боуэр достал из кармана сложенный лист и передал его Хьюитту. Уже с первого взгляда было заметно, что письмо написано неровным, ломаным почерком, словно автор находился в сильнейшем волнении. Хьюитт расправил лист перед собой, задержал взгляд на нескольких особенно неровных строках и начал читать письмо вслух. «Моя дорогая миссис Рьюс, вы, вероятно, уже знаете из газет, что в этих местах сейчас свирепствует тяжелая эпидемия оспы. Возможно, Элджернон и сам упоминал об этом в своих письмах. Мне очень тяжело сообщать вам это, но сегодня, во вторник, первые признаки болезни появились и у Элджернона. С самого начала его состояние вызывает у меня серьезное беспокойство. Сейчас он лежит здесь, в коттедже, и я почти не отхожу от его постели, внимательно наблюдая за каждым изменением состояния. К счастью,
Я сам врач и оказался рядом именно тогда, когда это понадобилось. Ближайший доктор находится в 5 милях отсюда, в Колонине, и сейчас почти без отдыха разъезжает между заболевшими. У меня с собой есть небольшая аптечка, а все недостающее можно достать в Колонине. Поэтому без необходимой медицинской помощи Элджернон не останется. И я очень надеюсь, что сумею поставить его на ноги. Болезнь, конечно, серьезная, но пока еще слишком рано говорить, как она будет развиваться. Поэтому прошу вас не поддаваться тревоге и ни в коем случае не приезжать сюда. Помочь Элджернону вы все равно не сможете, зато сами подвергнете себя серьезной опасности. Я буду сообщать вам о каждом изменении. К тому же дорога сюда тяжелая, остановиться поблизости почти негде, а ближайший город, Коланин, сейчас сам стал одним из главных очагов инфекции. Завтра я обязательно напишу вам снова и подробно сообщу, как чувствует себя Элджернон и появились ли какие-нибудь изменения к лучшему. Остаюсь искренне вашим, Стэнли Мэйн. Сильное волнение выдавал не только почерк. Местами Мэйн повторял слова, пропускал буквы и явно писал письмо в большой спешке. Хьюитт положил письмо на стол рядом с газетной вырезкой. После этого Боуэр достал следующий лист и продолжил свой рассказ. На следующий день пришло еще одно письмо, заметно короче первого и уже без такой явной нервозности. Мэйн писал, что состояние Рьюса резко ухудшилось, и снова настойчиво просил его мать не приезжать. Хьюитт быстро пробежал письмо глазами и положил его поверх первого. Боуэр тем временем продолжал рассказ, становясь все более возбужденным. Несмотря на просьбы Мэйна и собственное слабое здоровье, миссис Рьюс уже почти решилась ехать в Ирландию. Но именно тогда пришло третье письмо с известием о смерти Элджернона. Вот третье письмо, мистер Хьюитт. Если читать его бегло, все звучит вполне убедительно, но чем внимательнее я вчитывался, тем сильнее чувствовал в этих словах что-то натянутое. Мэйн пишет обычные слова соболезнования и объясняет, что оспа приняла особенно злокачественную форму. По его словам, болезнь развивалась так быстро, что определенная сыпь могла даже не успеть появиться. Но дальше Мэйн снова особенно настаивает, чтобы ни мать, ни сестра Элджернона не приезжали в Ирландию. Он объясняет это срочным погребением и уверяет, что семья все равно не успеет приехать вовремя. Разве вам не кажется странной такая настойчивость? Мэйн делает все возможное, чтобы никто из близких Элджернона не появился здесь ни во время болезни, ни даже на похоронах. Это можно понять и иначе, мистер Боуэр. Если Мэйн действительно опасался за здоровье обеих женщин, его настойчивость вполне объяснима. Помочь Рьюсу они не могли, зато сами рисковали заразиться. Тем более вы сами говорили о слабом здоровье миссис Рьюс. Насколько я понимаю, сильное волнение или тяжелая дорога действительно могли быть для нее опасны. Да, здоровье у нее очень слабое, особенно сердце. Сильное волнение, тяжелая дорога или серьезное потрясение действительно могли причинить ей немалый вред. Но скажите, как совершенно беспристрастный человек, разве вам самому не кажется, что во всех этих письмах есть какая-то наигранность? Такое впечатление действительно может возникнуть, но само по себе оно ничего не доказывает. Мэйн мог просто знать, что состояние Рьюса намного тяжелее, чем решался сообщить его матери. А что произошло после последнего письма, мистер Боуэр? Как отреагировали мать и сестра Элджернона, и когда обо всем этом узнали вы? Известие о смерти сына совершенно сломило миссис Рьюс. Вскоре Мэри связалась со мной как со старым другом семьи, и только тогда я впервые узнал обо всем случившемся. Я внимательно прочитал все письма и долго обдумывал эту историю. Чем больше размышлял, тем сильнее убеждался,
что кто-то должен поехать в Ирландию и проверить рассказ Мейна на месте. Подумайте сами, молодой человек оказывается в уединенном коттедже вместе с врачом, чья невеста после его смерти получает огромное состояние. А сам этот врач едва может позволить себе собственную практику. И не забывайте еще одну важную вещь – Мэйн врач. В собственном письме он прямо упоминает аптечку и свободный доступ ко всем необходимым лекарствам. И вот при таких обстоятельствах Рьюс внезапно умирает. Причем рядом с ним, насколько можно понять, все это время находится только Стэнли Мэйн. Другого врача рядом не было, поэтому именно Мэйн определил причину смерти, выписал свидетельство и фактически сам подтвердил официальную версию произошедшего. Если там действительно произошло преступление, положение у него было почти идеальным, во всяком случае, пока никто посторонний не начал задавать неудобные вопросы. Даже если бы кто-нибудь приехал позднее, Мэйн все равно мог успеть уничтожить следы или покинуть округу до появления серьезных подозрений. Когда смерть одного человека делает невесту другого наследницей огромного состояния, поневоле начинаешь задавать вопросы. Особенно если это человек-врач, имеет лекарства и остается с умершим совершенно один. Вы говорили дамам о своих подозрениях. Хотя бы намекнули, что смерть Элджернона могла быть не такой естественной, как им сообщили. Признаюсь, я осторожно намекнул им на свои подозрения, не выдвигая прямых обвинений. Но обе женщины сразу возмутились и отказались даже обсуждать такую возможность. Мне пришлось отступить и успокоить их. Я объяснил, что никого заранее не обвиняю и всего лишь хочу понять, что на самом деле произошло в Ирландии. Но я по-прежнему считал, что кто-то обязан разобраться в этом деле внимательнее. И поскольку больше ехать было некому, я решил заняться этим сам. В тот же вечер я сел на ночной почтовый поезд и отправился в Ирландию. Ранним утром следующего дня я уже был в Дублине. Почти весь день ушел на дорогу через страну. Ближайшая железнодорожная станция находилась в 10 милях от Каланина, а оттуда до коттеджа оставалось еще 5. До коттеджа я добрался только утром следующего дня. Стоило Мейну увидеть меня на пороге, как его лицо сразу изменилось. Он заметно занервничал, движения стали резкими, а во взгляде появилось настоящее беспокойство. После такой встречи мои подозрения только усилились. К тому времени Элджернона уже похоронили. Насколько я помню, после погребения прошло не меньше 2 суток. Я начал задавать Мейну прямые вопросы о болезни, первых симптомах, лечении и последних часах Рьюса. Постепенно его ответы становились все более путанными. Мэйн признался, что сжег одежду Элджернона и все постельное белье. Он объяснил это тем, что в такой глуши другого надежного способа обеззаразить вещи после оспы просто не было. Сам Мэйн рассказал мне следующее. Утром он пешком отправился в Каланин, чтобы отдать в ремонт сломанное верхнее колено рыболовной удочки. Из-за этого он отсутствовал несколько часов и вернулся в коттедж только в начале второй половины дня. Когда Мэйн вернулся, Элджернон уже чувствовал себя плохо. По его словам, симптомы вполне ясно указывали на начинающуюся оспу. Он сразу уложил Рьюса в постель, начал лечение и затем ухаживал за ним один до самой смерти. Конечно, я сразу спросил, почему он не позвал другого врача. При такой внезапной и тяжелой болезни это казалось самым естественным решением. Мэйн ответил, что в округе имелся только один доступный доктор. Из-за эпидемии вызвать его даже в течение суток было бы почти невозможно. Кроме того, Мэйн уверял, что измученный эпидемией врач все равно не смог бы постоянно находиться рядом с Рьюсом. А у самого Мэйна не было ни других пациентов, ни иных обязанностей. Тогда я перестал ходить вокруг да около и прямо сказал Мэйну, что при таких обстоятельствах тело должен осмотреть независимый врач. Я напомнил ему и о том,
что после смерти Элджернона его невеста получает огромное состояние. Поэтому независимый осмотр прежде всего помог бы снять подозрения с самого Мейна. Я сказал, что даже теперь не поздно добиться эксгумации и получить независимое медицинское заключение. Такой осмотр мог бы раз и навсегда снять с него любые подозрения. И вот тогда его реакция окончательно убедила меня, что мои подозрения возникли не на пустом месте. Мэйн словно получил удар в грудь. Он задохнулся, лицо посинело, и почти целую минуту не мог произнести ни слова. А когда наконец заговорил, то принялся отчаянно отговаривать меня от эксгумации. Он убеждал, просил, почти умолял отказаться и цеплялся за любой довод, который приходил ему в голову. После такой реакции я сказал ему прямо: «Теперь я тем более добьюсь эксгумации и независимого осмотра тела, чего бы мне это ни стоило». Я сразу отправился в Каланин, чтобы послать несколько телеграмм и выяснить, кому именно нужно обратиться за разрешением на эксгумацию. Когда я вернулся в коттедж во второй половине дня, Мейна уже не было. Он собрал вещи, исчез и с тех пор не дал о себе ни единого известия. Я провел там остаток дня и весь следующий день, расспрашивая людей и пытаясь хоть что-нибудь выяснить. После этого пришлось вернуться в Лондон. Вернувшись в Лондон, я сразу обратился к своим поверенным, и вместе мы связались с Министерством внутренних дел. Разумеется, бегство Мейна только усилило наши подозрения. Разрешение на эксгумацию и осмотр тела удалось получить довольно быстро. Так что вполне возможно, сегодня могилу уже вскрыли. Но от вас, мистер Хьюитт, мне прежде всего требуется одно — найти Стэнли Мейна раньше, чем он окончательно исчезнет. Ирландские констебли там ребята крепкие и с дракой или пьяной потасовкой справятся без труда. Но когда нужны терпение, наблюдательность и тонкая работа, я доверяю им гораздо меньше. И если получится, я хотел бы выяснить еще одно — каким именно образом убили Рьюса. В самом факте убийства я теперь почти не сомневаюсь. Возможно, Мэйн использовал какое-нибудь средство, заставившее тело выглядеть так, будто Рьюс действительно умер от оспы. Причем настолько убедительно, что ошибиться мог бы даже опытный врач. Это кажется мне маловероятным, мистер Боуайер. Если бы Мэйн действительно умел так убедительно подделывать признаки оспы, независимый осмотр был бы ему скорее выгоден, чем опасен. К тому же обмануть опытного врача и заставить его принять чужие симптомы за настоящую оспу далеко не так просто. В любом случае эксгумация здесь необходима. Хотя, если Рьюс действительно умер от оспы, врачу, который будет осматривать тело, я искренне не завидую. Судя по всему, это дело не потребует долгих недель. Я могу взяться за него сразу и сегодня же уехать в Ирландию поездом в 6:30 с Юстона. Это именно то, на что я и рассчитывал, мистер Хьюитт. Я, разумеется, поеду вместе с вами, а если до отправления узнаю что-нибудь новое, сразу сообщу. Через пару часов после ухода Боуайера у подъезда остановился экипаж. Вскоре в приемной появилась молодая женщина в трауре и представилась мисс Мэри Рьюс. Ее лицо почти полностью скрывала густая траурная вуаль. По дрожащему голосу сразу было понятно, насколько тяжело она переживает смерть брата. Хьюитт постарался немного успокоить девушку, но не торопил ее вопросами. Он терпеливо ждал, пока Мэри сама найдет в себе силы заговорить. «Я чувствовала, что должна прийти к вам, мистер Хьюитт. Но теперь, когда все-таки решилась, даже не знаю, с чего начать этот разговор. Скажите, правда ли, что мистер Боуэр попросил вас расследовать смерть моего брата и разыскать мистера Мейна?» Да, мисс Рьюс. Мистер Боуэр попросил меня выяснить обстоятельства смерти вашего брата и найти мистера Мейна. Поэтому я внимательно выслушаю все, что вы захотите рассказать.
Боюсь, ничего действительно полезного для расследования я сообщить не смогу. Но эта история настолько ужасна, что я просто не могла оставаться дома и ничего не делать. Мистер Боуэр уже давно относится к Стэнли с неприязнью. Я боюсь, его подозрения могли заставить вас с самого начала смотреть на все только с одной стороны. Поэтому я прошу вас только об одном: не считайте Стэнли убийцей заранее. Я слишком хорошо его знаю и не верю, что он способен хладнокровно убить человека, тем более моего брата. Не мучайте себя такими мыслями, мисс Рьюз. Если мистер Мэйн действительно невиновен, честное расследование ему не повредит, а скорее поможет доказать его невиновность. Я начинаю это расследование без готовой версии и не собираюсь доказывать чью-либо виновность только потому, что так считает мистер Боуэр. Для меня пока существуют только факты. Выводы появятся лишь после того, как я сам осмотрю место, проверю показания и сопоставлю все, что удастся узнать. Я также понимаю, какие отношения связывают мистера Мэйна с вами и вашей семьей. Скажите, в последнее время вы получали от него какие-нибудь известия? После письма, в котором Стэнли сообщил нам о смерти моего брата, никаких известий от него больше не было. А до смерти вашего брата вы с ним переписывались? Получали письма из Ирландии, пока они находились там вместе? После этого вопроса Мэри заметно замялась. Даже сквозь плотную вуаль было ясно, что Хьюитт коснулся темы, о которой ей совсем не хотелось говорить. Да, мы переписывались, но в этих письмах не было ничего, связанного с расследованием. Мы были помолвлены, и Стэнли писал о вещах, которые касались только нас двоих и нашего будущего. Я понимаю вас, мисс Рьюз, и без необходимости не стану вмешиваться в вашу личную переписку. Значит, больше вы ничего не можете добавить. Говоря это, Хьюитт внимательно смотрел на скрытое вуалью лицо девушки. Казалось, он пытался заметить реакцию, которую Мэри сама предпочла бы скрыть. Больше мне действительно нечего добавить, но прошу вас помнить одно. Какие бы странные обстоятельства ни открылись и насколько убедительными ни казались доказательства, я все равно буду верить Стэнли. Я слишком хорошо его знаю и не могу поверить, что он способен на такое, даже если сейчас все выглядит именно против него. Последние слова сорвались у нее почти шепотом. Мэри закрыла лицо руками, и на несколько мгновений в кабинете воцарилось тяжелое молчание. Хьюитт продолжал внимательно смотреть на девушку. На его лице мелькнула легкая, почти незаметная улыбка, но голос оставался совершенно спокойным. Скажите, мисс Рьюз, как давно вы знакомы с мистером Мэйном? Мы знакомы уже 5 или 6 лет, хотя мой брат знал Стэнли еще со школы. Стэнли был старше, поэтому они не всегда держались вместе, но их дружба началась именно тогда и сохранилась на долгие годы. И между ними всегда были хорошие отношения. Никогда не случалось серьезных ссор, ревности, обид или чего-нибудь еще, что могло бы разрушить их дружбу. Между ними никогда не было серьезных ссор или вражды. Напротив, они были почти как родные братья и, насколько мне известно, полностью доверяли друг другу. На этом разговор почти закончился. Хьюитт деликатно выразил Мэри соболезнование, и вскоре она поднялась, собираясь уйти. Мэри только начала спускаться по лестнице, когда в конторе появился посыльный. Он принес записку от Боуайера и телеграмму из Каланина, которая мгновенно изменила все направление расследования. Тело Элджернона Рьюса уже эксгумировано. Причиной смерти оказалось огнестрельное ранение. Никаких следов оспы не обнаружено. Местонахождение Стэнли Мэйна по-прежнему неизвестно. С коронером я уже связался. Телеграмму вам отправил доктор О'Рейли. Хьюитт и Боуайер отправились в графство Мэй вместе, но дорогу переносили совершенно по-разному. Разница между ними стала заметна почти сразу. Боуэр почти не умолкал, постоянно возвращаясь к убийству, подозрениям и возможной вине Мэйна.
Хьюита эта бесконечная череда предположений постепенно начинала утомлять. Хьюит решительно отказывался обсуждать любые версии, пока сам не осмотрит место происшествия и не изучит все, что еще может оказаться важным. Вместо этого он говорил о пейзаже, погоде и других посторонних вещах. Боуайеру подобное спокойствие казалось почти непостижимым. Человеку, непривычному к расследованиям, такое поведение могло показаться почти холодным равнодушием. Казалось, сыщик совершенно забыл, что они едут разбираться в убийстве. Но Хьюит прекрасно понимал, что до приезда на место сделать почти ничего невозможно. Преждевременные догадки могли лишь увести расследование по ложному следу. Еще до приезда Хьюит телеграммой распорядился ничего не трогать в коттедже. Обстановку следовало сохранить именно такой, какой она осталась после исчезновения Мейна. Наконец поезд доставил их в Балимейн. Там путешественникам пришлось провести ночь, чтобы ранним утром продолжить путь к Каланину. В Каланине Хьюита и Боуайера уже ждал доктор О'Рейли. Они заранее договорились встретиться возле помещения, куда после эксгумации перенесли тело Рьюса. Тело Элджернона лежало перед ними без савана, неподвижное и серое. На нем уже появились первые неприятные признаки разложения. На левой стороне груди виднелась небольшая рана, настолько неприметная, что при беглом осмотре ее вполне можно было пропустить. Перед погребением рану тщательно промыли, затем закрыли и обработали карболовым составом. Поэтому сейчас она выглядит гораздо чище, чем сразу после смерти. Проводить полное вскрытие я не счел необходимым. Пуля в теле не осталась. Она прошла на вылет и вышла сзади. Пуля вошла между ребрами спереди, прошла через сердце и вышла между ребрами на спине. Смерть должна была наступить практически мгновенно. Доктор осторожно перевернул тело, и Хьюит быстро осмотрел обе раны. Сначала входную на груди, затем выходную на спине. Доктор О'Рейли, полагаю, вам и раньше достаточно часто приходилось иметь дело с огнестрельными ранениями. На усталом лице врача появилась мрачная улыбка. Лишь едва заметный акцент в его речи выдавал ирландское происхождение. Опыт у меня действительно немалый. До того, как поселиться в Каланине, я много лет служил армейским хирургом и повидал достаточно подобных ранений. Мне довелось служить в Ашанти и в Индии. Поэтому отличить входное пулевое отверстие от выходного для меня не представляет особого труда. Тогда у меня нет причин сомневаться в вашем заключении. Скажите, могла ли пуля войти в тело Рьюса сзади? Это практически исключено, мистер Хьюит. Посмотрите внимательнее. Входная рана заметно отличается от повреждения в месте выхода пули. А можете предположить, из какого именно оружия стреляли? Хотя бы определить примерный тип оружия или его калибр. Вероятнее всего, стреляли из крупного револьвера, возможно, даже армейского образца. Судя по ранам, пуля была конической и довольно крупной. Но все же она меньше обычной винтовочной пули. Поэтому крупный револьвер кажется мне значительно более вероятным оружием. А можно хотя бы приблизительно определить расстояние, с которого в Рьюса был произведен выстрел? Доктор О'Рейли медленно покачал головой и еще раз взглянул на небольшое отверстие в груди покойного. Боюсь, теперь это почти невозможно определить. Вся одежда, на которой могли сохраниться следы выстрела, была уничтожена огнем. Кроме того, саму рану тщательно промыли. Иначе мы могли бы найти следы пороховой копоти и определить расстояние намного точнее. Вы лично знали кого-нибудь из этих двоих, самого Рьюса или доктора Мейна, еще до того, как произошла эта история? Знал я их лишь поверхностно, но сейчас вспомнил одну деталь. Теперь она кажется мне довольно важной, и думаю, и наверняка вас заинтересует. За день до того, как Мейн объявил о заболевании Рьюса оспой, я видел у него в руках револьвер именно такого типа. Барабан револьвера был открыт, и Мейн явно что-то делал с оружием. Что именно,
С такого расстояния я разобрать не смог. Заряжал он револьвер или, наоборот, вынимал патроны, сказать не могу. Я видел все лишь несколько мгновений из проезжавшего экипажа. Это действительно может оказаться важным. Теперь постарайтесь вспомнить все остальное. Любой разговор, слух или мелкую деталь, которая прежде казалась вам незначительной. Доктор О'Рейли на несколько секунд задумался, перебирая в памяти события последних дней. Затем он медленно покачал головой. Ничего столь же важного я сейчас не припомню. Но могу подробнее рассказать, как вся эта история выглядела тогда со стороны. Разумеется, я слышал о новом случае оспы и знал, что Мэйн решил самостоятельно лечить своего заболевшего товарища. Признаться, тогда я даже испытал некоторое облегчение. Пациентов у меня и без Рьюса было столько, что я сам едва держался на ногах. Коттедж стоял довольно уединенно, поэтому перевозить Рьюса куда-либо особого смысла не было. Да и свободных мест в больнице практически не оставалось. Как мне удалось выяснить позднее, после объявления о болезни никто больше не видел молодого Рьюса ни живым, ни уже после смерти. Теперь известно, что почти все Мэйн делал самостоятельно. Он ухаживал за Рьюсом, подготовил тело после смерти и организовал все необходимое для похорон. И, думаю, вы прекрасно понимаете причину. Во время такой эпидемии никто особенно не стремился войти в дом, где якобы лежал умерший от оспы. Местный гробовщик, а он здесь единственный, был перегружен работой не меньше меня. Теперь, кстати, он и сам слег с оспой. Поэтому к коттеджу просто отправили уже приготовленный гроб на обычной рыночной повозке. Сам гробовщик не хотел без необходимости приближаться к зараженному дому. Подготовить тело и заколотить крышку поручили самому Мэйну. Поскольку все боялись оспы, никто не собирался вмешиваться или проверять его действия. Свидетельство о смерти Мэйн тоже выписал самостоятельно. Он был квалифицированным врачом, поэтому тогда ничего подозрительного в этом не увидели. Значит, в свидетельстве причиной смерти указали только оспу. Никаких осложнений или дополнительных пояснений в документе не было. Именно так все и было указано в свидетельстве. Причиной смерти значилась только оспа, без каких-либо дополнительных уточнений. Хьюитт и Боуайер попрощались с доктором О'Рейли и снова сели в экипаж. Теперь они направлялись к коттеджу, где Элджернан Рьюс встретил свою смерть. Но, проезжая через рыночную площадь, Хьюитт неожиданно велел кучеру остановиться возле городской ратуши. Затем он внимательно сверил свои карманные часы с башенными. Местное время опережает лондонское больше, чем на полчаса. Лучше учесть это сразу, иначе позже показания свидетелей могут показаться нам противоречивыми. Хьюитт только закончил сверять часы, когда на улице снова появился доктор О'Рейли. Врач торопливо подбежал к экипажу и заметно запыхался. «Я только что узнал кое-что важное. Трое мужчин утверждают, что во вторник на прошлой неделе проходили неподалеку от коттеджа и услышали оттуда выстрел. А где сейчас находятся эти люди? Можно ли разыскать их и сегодня же поговорить с каждым отдельно? Где именно они сейчас находятся, я не знаю, но разыскать их наверняка удастся. Если хотите, я немедленно этим займусь. Если сможете, вы очень нам поможете. Попросите каждого из них сегодня же прийти к коттеджу и дождаться нас там. И передайте, что за потраченное время каждый получит по половине суверена. Нужно лишь подробно рассказать все, что они видели или слышали. Хорошо, я все устрою и постараюсь собрать их как можно скорее. Тогда встретимся немного позже возле коттеджа. Экипаж снова тронулся, а Боуайер некоторое время молчал. Он явно сопоставлял услышанное с датами писем Мэйна. Значит, речь идет о том самом вторнике, когда Мэйн написал первое письмо. Именно тогда он сообщил, что у Рьюса появились признаки оспы. Если именно этот выстрел убил Элджернана, значит,
К тому времени он уже был мертв. А Мэйн продолжал писать его матери подробные письма о якобы развивающейся болезни. Какое же нужно иметь хладнокровие, чтобы несколько дней обманывать его семью, писать о болезни и при этом прекрасно знать, что Элджернон уже мертв? Я тоже считаю весьма вероятным, что Рьюс погиб именно во вторник. Но пока нам еще предстоит это доказать. Мейну было бы слишком опасно заранее сообщать матери о вымышленной оспе, пока сам Рьюс оставался жив. Элджернон ведь мог в любой момент написать домой. Кроме того, обстоятельства могли неожиданно нарушить весь его предполагаемый план. Тогда пришлось бы объяснять письма о болезни, которой на самом деле никогда не существовало. Дальше дорога становилась все хуже и хуже. Экипаж трясло на глубоких колеях и камнях, а вскоре нормальная дорога окончательно превратилась в узкую сельскую тропу. Вскоре впереди показалась старая полуразвалившаяся ферма. Боуэр сразу попросил извозчика немного сбавить ход. Здесь живет женщина, которая готовила для Рьюса и Мейна, убирала в коттедже и вообще помогала им по хозяйству. А вон виден и сам коттедж, чуть правее тропы. Отсюда до него не больше 100 ярдов, так что пешком можно дойти за несколько минут. Тогда остановимся здесь и сначала поговорим с этой женщиной. Чем раньше мы услышим показания основных свидетелей, тем легче будет потом сопоставить их рассказы. Если собрать основные показания сразу, гораздо легче заметить противоречия и проверить важные детали. Тогда станет понятнее, где настоящие воспоминания, а где уже поздние догадки. Хьюитт и Боуэр вышли из экипажа. Боуэр подошел к открытой двери фермы, громко позвал хозяйку и несколько раз постучал тростью по косяку. Через несколько мгновений из-за хозяйственных построек появилась женщина лет 50. Однако глубокие морщины на лице делали ее заметно старше. Женщина выглядела опрятно и была одета заметно лучше большинства местных жительниц. По крайней мере, именно такое впечатление сложилось у Хьюитта по дороге из Каланина. Подойдя к гостям, женщина приветливо присела в легком реверансе. Затем она вопросительно посмотрела сначала на Боуайера, а потом на незнакомого ей спутника. «Доброе утро вам, миссис Хёрли. Позвольте представить мистера Мартина Хьюитта, который специально приехал из Лондона, чтобы разобраться в смерти мистера Рьюса. Он хочет установить, что именно произошло с мистером Рьюсом и кто в действительности несет за это ответственность. Поэтому, миссис Хёрли, мистер Хьюитт хотел бы задать вам несколько вопросов. Постарайтесь вспомнить все, даже мелочи, которые тогда могли показаться совершенно неважными». Женщина снова присела в легком реверансе и учтиво поприветствовала Хьюитта. Эта искренняя вежливость довольно неожиданно сочеталась с ее суровой внешностью. «Рада приветствовать вас, сэр, хотя повод для вашего приезда действительно ужасный. Не дай бог кому-нибудь еще пережить подобное горе». Голос у нее оказался низким и неожиданно приятным. Мягкий, тягучий ирландский акцент звучал настолько отчетливо, что почти превращал каждую фразу в напев. «Может быть, вы все-таки войдете в дом, господа. До сих пор не верится, что случилась такая беда, ведь они жили здесь почти как родные братья. Правду вам говорю, мистер Рьюс был прекрасным молодым джентльменом. Он всегда держался вежливо, спокойно и по-доброму, поэтому здесь его действительно все любили». Полагаю, миссис Хёрли, никто из местных не видел этих двух джентльменов так часто и не знал об их жизни в коттедже больше вас. «Вы совершенно правы в этом, сэр. Я видела их чаще остальных и лучше других знала, как они жили в коттедже». Вы когда-нибудь замечали, что у мистера Рьюса были плохие отношения с доктором Мейном? Или, возможно, у него возникали серьезные конфликты с кем-нибудь еще? «Ничего подобного я никогда не замечала, сэр. Да и кто захотел бы с ним враждовать, если он всегда говорил мягко и со всеми обходился по-доброму?»
Тогда подробно расскажите мне о том вторнике, когда вы впервые услышали о болезни мистера Рьюса. То утро началось совершенно обычно, сэр. Я пришла примерно в 7:30, а вскоре услышала, что оба джентльмена уже встали и одеваются. Потом они позавтракали, но мистер Рьюс почти ничего не съел. В то утро у него совсем не было аппетита. Примерно в 9:30 доктор Мэйн пешком отправился в Каланин. Мистер Рьюс остался в коттедже, потому что собирался писать письма. Примерно через полчаса я закончила работу и вернулась к себе домой. Тогда все выглядело совершенно обычно, и ничто еще не предвещало несчастья. Позже, почти в 11, мне понадобилось забрать ведро со двора, и я снова прошла мимо коттеджа. Проходя мимо окна, я увидела мистера Рьюса за столом. Он был совершенно один и спокойно писал письмо. Это был последний раз, когда я видела мистера Рьюса живым. После того утра увидеть его мне уже не довелось. А что происходило после этого? Постарайтесь вспомнить все по порядку, даже если какая-нибудь деталь кажется вам совершенно незначительной. После этого я вернулась домой с ведром и до 2 часов не видела и не слышала ничего необычного. Примерно в 2 часа доктор Мэйн пешком вернулся из Каланина. Я сама увидела его на дороге возле коттеджа. Вы сами видели его возвращение, миссис Хёрли, то есть не узнали об этом позднее от кого-нибудь другого? Я видела его собственными глазами, сэр. Как раз в это время чинила забор там, где его снова проломила наша свинья. Я уже около часа поглядывала на дорогу и ждала доктора Мэйна. Он мог принести продукты, а мне нужно было понимать, готовить ли еще что-нибудь к обеду. Особенно хорошо я запомнила одну деталь. Когда доктор подошел, я спросила у него время, и он сразу посмотрел на часы. Доктор сказал, что его часы точно сверены с часами на городской ратуше. По этому названному им времени я полностью поверила. Значит, в тот момент было ровно 2 часа. Вы уверены, что спустя несколько дней не ошибаетесь во времени? Я совершенно в этом уверена, сэр. Доктор сказал, что было ровно 2 часа, и мои домашние часы показывали то же самое. Позвольте мне взглянуть на ваши часы, миссис Хёрли. Я хочу прямо сейчас сравнить их показания со своими. Миссис Хёрли повернулась к стене и закрыла распахнутую дверь. За ней оказались старые подвесные часы в деревянном корпусе. Хьюитт достал карманные часы, внимательно сравнил показания обоих циферблатов и несколько секунд молча наблюдал за движением стрелок. Ваши часы и сейчас показывают совершенно верное время, миссис Хёрли. Для такого старого механизма они действительно идут удивительно точно. Эти часы всегда ходили исправно, сэр. Рафферти чистил их всего дважды с тех пор, как они достались мне от покойного отца. Часы действительно хорошие, и сам мистер Рьюс не раз это замечал. Я регулярно сверяю их с часами на городской ратуше. Так вот, доктор Мэйн назвал мне точное время. Сразу после нашего короткого разговора он направился прямо к коттеджу. После этого я не видела его примерно до 3:30. Тогда доктор неожиданно снова появился возле нашего дома. Что произошло, когда он вернулся во 2-й раз? Постарайтесь вспомнить его вид, слова и все, что он вам передал. Он выглядел очень встревоженным и держал в руке письмо. По его лицу сразу было видно, что случилось какое-то большое несчастье. «Возьмите это письмо», — сказал он, — «и отправьте его в Каланин с первым человеком, который сможет туда добраться». Затем доктор сообщил, что мистер Рьюс внезапно тяжело заболел. По его словам, состояние с самого начала выглядело очень опасным. Он строго запретил мне приближаться к коттеджу. Доктор боялся, что я сама могу заразиться и потом разнести болезнь по округе. Еще доктор сказал, что уже уложил мистера Рьюса в постель. Его одежду он собирался немедленно сжечь за домом.
Доктор предупредил, чтобы я не пугалась дыма за коттеджем. Там он собирался сжечь зараженную одежду и другие вещи мистера Рьюса. Другого врача доктор вызывать не собирался. Он сам был врачом и считал, что сможет сделать для больного все необходимое. Перед уходом он снова предупредил меня держаться подальше от коттеджа. Приближаться туда было нельзя, пока опасность заражения полностью не минует. Еду и питье он велел оставлять примерно на полпути между нашими домами. Все необходимое доктор собирался забирать сам, чтобы никто больше не приближался к коттеджу. Письмо доктор просил отправить немедленно. Он отдельно заверил меня, что оно безопасно, потому что сам тщательно его продезинфицировал. Напоследок доктор еще раз велел мне держаться подальше от коттеджа. Я в точности выполнила все, что он сказал. После разговора с вами он сразу вернулся в коттедж. Вы сами видели, куда именно он направился. Я видела, как он пошел прямо к коттеджу, сэр. Доктор выглядел ужасно встревоженным, словно сам не понимал, что теперь делать. Лицо у него было белое, как бумага, и теперь я понимаю, почему. А ведь прежде доктор всегда держался как настоящий джентльмен, и ничего подобного я бы от него не ожидала. В тот день я больше доктора не видела. До самого вечера возле коттеджа все оставалось тихо, и никто ко мне не приходил. На следующий день он оставил еще одно письмо вместе с грязной посудой. Все лежало примерно посередине между нашими домами. Издалека доктор крикнул, чтобы письмо обязательно отправили как можно скорее. Оно снова предназначалось матери бедного мистера Рьюса. А еще через день появилось третье письмо. Вместе с ним доктор оставил отдельную записку для местного гробовщика. Именно тогда доктор Мэйн сообщил мне, что мистер Рьюс не пережил болезнь. Все закончилось самым страшным образом. Похоронили его уже на следующий день. Все произошло так быстро, что я даже не успела толком осознать, что этого молодого человека больше нет. Значит, после того случая у окна вы больше ни разу не видели мистера Рьюса. И до самых похорон в коттедж тоже больше не заходили. Я больше туда не подходила, сэр, и надеюсь, вы меня не осудите. Дома были дети, а Теренс тогда тяжело болел бронхитом. Вы поступили совершенно разумно, миссис Хёрли, особенно учитывая детей и болезнь Теренса. К тому же вы просто выполняли указания врача. А теперь постарайтесь хорошенько вспомнить те 3 дня. Не слышали ли вы со стороны коттеджа выстрела, резкого хлопка или какого-нибудь другого необычного звука? Ничего подобного я не помню, сэр. Хотя последние дни постоянно прокручиваю все в голове и пытаюсь восстановить каждую мелочь. Пока Мэйн еще не вернулся из Каланина, мог ли мистер Рьюс ненадолго выйти из коттеджа, а потом вернуться обратно? Насколько мне известно, сэр, он никуда не выходил, хотя полностью исключить этого я не могу. Какое-то время я была занята своими делами. Но после того случая у окна собственными глазами я его больше не видела ни возле дома, ни на дороге, ни где-либо поблизости. Благодарю вас, миссис Хёрли, вы действительно очень помогли. Теперь мы перейдем к коттеджу и сами внимательно все осмотрим. Если кто-нибудь придет искать нас, пожалуйста, направьте его к коттеджу. Насколько я понимаю, возле дома сейчас дежурит полиция. Да, сэр, там находится констебль, а сержант тоже где-то неподалеку. Они присматривают за коттеджем с самого последнего отъезда мистера Боуайера. Ночуют полицейские здесь, у нас, и по очереди следят за домом. Они никого не впускают внутрь и не позволяют трогать вещи. Поблагодарив женщину, Хьюит и Боуайер направились по тропе к коттеджу. Некоторое время оба шли молча, обдумывая только что услышанное. Вы обратили внимание на одну странность, Хьюит. Миссис Хёрли видела Рьюса за столом именно в тот момент, когда он писал письмо. Но куда потом делось это письмо? Насколько мне известно,
Он регулярно писал только матери и сестре, а они ничего не получили. Значит, либо письмо предназначалось кому-то другому, либо кто-то намеренно не позволил ему дойти до адресата. Возможно, эти письма действительно окажутся важнее, чем сейчас кажется, особенно если удастся выяснить, кому Рьюс писал в последний день своей жизни. Вскоре они подошли к коттеджу, который среди бедной местной застройки выглядел неожиданно крепким, аккуратным и почти респектабельным. Это был квадратный кирпичный дом с аккуратной шиферной крышей и небольшим участком земли позади. На земле за домом еще виднелись следы костров. Именно там Мэйн, по его словам, сжигал одежду Рьюса и остальные зараженные вещи. На подоконнике переднего окна сидел рослый констебль королевской ирландской полиции. Широкоплечий и подтянутый, он больше напоминал солдата. Увидев приближающихся мужчин, констебль сразу поднялся, выпрямился и почтительно поприветствовал мистера Боуайера. «Доброе утро вам, господин констебль. Надеюсь, с момента моего отъезда здесь ничего не трогали и никто посторонний внутрь не заходил». «С момента вашего отъезда здесь ничего не трогали, сэр. Дом все время находился под охраной, и посторонние внутрь не заходили». А окна кто-нибудь открывал или закрывал после обнаружения тела? Мне важно знать, в каком положении они оставались. Окно спальни открывали, когда выносили тело, сэр. Еще одно окно рядом с ним тоже распахнули. Комнату хотели немного проветрить после выноса тела, а заднее окно гостиной, насколько я знаю, после случившегося никто не трогал. Тогда начнем именно с заднего окна, пока его положение случайно не изменилось. Сначала хочу осмотреть защелку и раму изнутри. Констебль открыл дверь, и Хьюитт с Боуайером вошли внутрь. Они оказались в небольшом тесном вестибюле, откуда можно было пройти в остальные помещения. Слева находилась спальня с 2 отдельными кроватями, а в задней части дома располагалась небольшая гостиная. Между ними помещались тесная хозяйственная каморка и узкая ванная. Весь коттедж оказался совсем небольшим. Хьюитт сразу направился к единственному окну гостиной, выходившему на заднюю сторону дома. Несколько секунд он молча изучал раму и запор. Окно оказалось обычным подъемным, и внешне все выглядело нормально. Но внутренняя защелка оставалась незапертой, что сразу заинтересовало Хьюитта. Хьюитт наклонился ближе и внимательно осмотрел потемневшую латунь. Затем он жестом подозвал Боуайера и указал на свежую светлую царапину. Посмотрите на эту свежую царапину на защелке, Боуайер. Она находится точно напротив щели между 2 створками окна. А теперь взгляните чуть выше. На верхней створке остался свежий след, словно между рамами просовывали лезвие ножа. С этими словами Хьюитт немного приподнял нижнюю створку. Повреждение, прежде почти полностью скрытое в узком зазоре, сразу стало хорошо видно. Похоже, окно действительно открывали снаружи. Между рамами просунули нож и с его помощью отжали внутреннюю защелку. Тогда, вероятно, через это же окно человек потом и выбрался наружу. Иначе зачем было закрывать створку, оставив защелку незапертой? Но зачем вообще лезть через окно, если рядом находилась обычная дверь? Что человек пытался скрыть такой странной предосторожностью? Хьюитт уже собирался ответить, когда в дверном проеме появилась голова констебля. Полицейский сообщил, что у дома ждет новый посетитель. «Сэр, у двери ждет Ларри Шанахан. Он говорит, что ему обещали половину Саверина за рассказ о выстреле». Похоже, это один из 3 свидетелей, о которых говорил доктор О'Рейли. Пусть войдет. Констебль. Поговорим с ним прямо сейчас. Констебль ввел в комнату Ларри Шанахана. Вместе с ним внутрь словно ворвался густой запах виски, который невозможно было не заметить. Одежда на нем едва держалась, одного глаза не было,
Разглядывая Хьюита, Шанахан забавно склонял голову на бок, словно любопытный попугай. Обветренное лицо Шанахана пылало от выпивки. Речь была настолько невнятной, что некоторые слова приходилось буквально угадывать. Одной рукой Шанахан прижимал к животу старую шляпу. Другой он почтительно дернул себя за чуб, стараясь выглядеть как можно серьезнее. «Так кто же из вас тот добрый джентльмен, который обещал бедному Ларри целых полсаверина за честный рассказ?» Этот джентльмен стоит прямо перед вами, и половина саверена действительно лежит у меня в кармане. Но сначала ответьте на несколько вопросов. Мне сообщили, что неподалеку отсюда вы слышали выстрел. Если я правильно понял, звук действительно шел именно из этого коттеджа. «Чистая правда, сэр. Я слышал его собственными ушами. Выстрел донесся именно из этого кирпичного дома. И тут я нисколько не сомневаюсь». Тогда постарайтесь вспомнить, когда именно это произошло. Меня интересует не только время суток, но и точный день. «Было это после полудня, сэр. А день я помню совершенно точно. Все произошло во вторник, когда я как раз шел на ярмарку в Балишил». Тогда расскажите все по порядку, Ларри. Начните с того момента, когда вы отправились на ярмарку. «В тот день я гнал свиней на ярмарку в Балишил, сэр. Дорога как раз проходила мимо этого коттеджа. В Колонине я встретил Дэнни Малкахи, который тоже шел в ту сторону. Мы решили немного выпить перед дальней дорогой. Пока мы выпивали, туда заглянул Деннис Грейди, тоже направлявшийся на ярмарку. Ну и пришлось, конечно, выпить еще немного уже втроем. Возможно, получилось несколько больше, чем мы собирались, сэр. Но после этого мы все-таки отправились дальше вместе. Когда мы поравнялись с коттеджем, вдруг раздался очень громкий выстрел. Все трое сразу остановились и переглянулись. Дэн спросил, что это сейчас было. Я сразу ответил, что выстрел донесся именно из кирпичного дома. Деннис тоже решил, что звук шел именно от коттеджа. С другой стороны, ему просто неоткуда было взяться. Мы немного постояли и стали решать, что делать дальше. Но Дэн сказал, что чужие дела нас не касаются, а Деннис с ним согласился. Все это показалось нам довольно странным. Но мы решили, что кто-то просто выстрелил из окна или разрядил оружие во дворе. Поэтому мы просто пошли дальше, сэр, подходить к дому и выяснять, что там произошло. Никто из нас не захотел. На последних словах Шанахан задумчиво почесал ухо. Казалось, он пытался убедить в разумности того решения не только Хьюита, но и самого себя. Теперь постарайтесь как можно точнее вспомнить время. Примерно в котором часу вы проходили мимо коттеджа. Шанахан перестал чесать ухо и крепко зажал его между пальцами. Затем он уставился единственным глазом в пол, погрузившись в мучительные вычисления. Если хорошенько подумать, сэр, было примерно 2:30, хотя, возможно, к тому времени уже приближалось 3 часа. Вот теперь все становится гораздо яснее, Хьюит. После 2 часов Мэйн уже находился в коттедже, а выстрел, по словам Шанахана, прозвучал значительно позже. У вас или у кого-нибудь из ваших спутников были часы? Мне важно понять, могли ли вы свериться с ними именно тогда? Часов ни у кого из нас не было, сэр. Поэтому время я восстановил уже позднее, вспоминая дорогу и все, что происходило до этого. От Колонина до этого места примерно 5 миль, а вышли мы примерно через полчаса после полуденного боя часов на ратуше. Со свиньями и по такой дороге путь должен был занять не меньше 2 часов, скорее всего, даже немного больше. Ну и, конечно, пришлось прибавить наши остановки ради выпивки. Они тоже заметно растянули всю дорогу. Произнося это, Шанахан хитро прищурил единственный глаз. Он прекрасно понимал, насколько условно в его случае звучали слова «немного выпивки». Вот так я и насчитал примерно 2:30, сэр, может быть, немного позже.
Точнее, определить время мне было просто ни почему. В этот момент в дверях снова появился констебль. За его спиной стояли еще двое мужчин, явно принадлежавших к той же компании. Оба выглядели немногим трезвее самого Шанахана. Судя по их одежде и лицам, дорогу они провели в той же веселой компании. «Сэр, пришли двое остальных свидетелей, которых разыскивал доктор О'Рейли. Это Дэн Малкахи и Деннис Грейди». Основная часть рассказа Малкахи почти полностью совпала с показаниями Шанахана. Грейди подтвердил практически ту же последовательность событий. В одном все трое были совершенно уверены. Возле коттеджа действительно прозвучал выстрел, и каждый из них услышал его собственными ушами. Не спорили они и о самом дне. Это был вторник, когда все трое направлялись на ярмарку в Балишил. Но стоило Хьюиту спросить о точном времени, как их удивительное согласие мгновенно исчезло. Через несколько секунд начался громкий спор. «Я уверен, сэр, что выстрел прозвучал вскоре после часа дня, никак не позже. К тому времени мы уже довольно долго находились в дороге». После часу, говоришь, Дэн Малкахи. Да быть такого не могло, потому что тогда было уже никак не меньше половины третьего. Когда мы уходили из Каланина, часы на ратуше уже пробили 12. Потом прошло еще примерно полчаса, прежде чем мы, наконец, двинулись дальше. «Ничего подобного, Ларри, ты все перепутал. Я сам слышал бой часов на ратуше, и тогда они пробили 11. Да ты совсем потерял память, Дэн Малкахи. Было ровно 12 ударов, и я специально считал каждый из них. Значит, ты просто сбился со счета, потому что я тоже считал удары. Их было ровно 11, и в этом я совершенно уверен». А я вам скажу, что вы оба ошибаетесь. Когда мы уходили, не было ни 11, ни 12. И это я помню совершенно точно. «Вот уж от тебя такого не ожидал, Деннис. По-моему, в тот день ты выпил больше нас обоих и теперь окончательно все перепутал». Через несколько секунд спокойный допрос окончательно превратился в шумную перепалку. Каждый обвинял двух остальных в пьянстве и крайне ненадежной памяти. Господа, на этом спор о времени закончим. Лучше попробуем проверить вашу память чем-нибудь более надежным. Кто-нибудь из вас помнит, во сколько вы добрались до Балишила именно по часам? Меня интересует не приблизительный расчет, а точное показание. Но никто из троих не вспомнил, чтобы по прибытии вообще посмотрел на часы. Поэтому проверить их расчеты каким-либо надежным способом оказалось невозможно. А возвращение домой кто-нибудь помнит лучше? Может быть, тогда вы видели часы или сможете связать время с каким-нибудь конкретным событием? На этот вопрос троица тоже ничего полезного не ответила. Мужчины переглянулись и почти одновременно расплылись в виноватых улыбках. Теперь общая картина мне вполне понятна. На этом закончим, господа, а обещанное вознаграждение вы все равно получите. Хьюит раздал деньги, и трое свидетелей снова почтительно дернули себя за чубы. Затем они быстро спрятали монеты и направились к выходу. Но Ларри Шанахан внезапно задержался у дверей. Затем он таинственно вернулся на несколько шагов и наклонился к Хьюиту, понизив голос почти до шепота. Если понадобится, сэр, я готов поклясться на Библии, что насчет самого выстрела сказал чистую правду. В этом совершенно нет необходимости, мистер Шанахан. Сам выстрел вы подтвердили достаточно уверенно, а все остальное мы проверим другими способами. Хьюит произнес это с легкой улыбкой. Шанахан еще раз почтительно дернул себя за чуб и, наконец, исчез за дверью. Вот и все, что мы от них получили. 3 свидетелей, 3 разных времени и ни одной надежной цифры. Напротив, мистер Боуэр, мы получили именно то, что было нужно. Теперь мы хорошо понимаем, какой части их показаний можно доверять. Все трое независимо друг от друга подтверждают главное обстоятельство.
Выстрел действительно прозвучал во вторник возле этого коттеджа. А вот точное время никто из них восстановить не способен. И это тоже чрезвычайно важно для нашего расследования. Ни у кого из них не было часов, к тому же все трое выпивали. У них просто не существовало причины запоминать время с какой-либо точностью. Поэтому любые их расчеты вполне могут ошибаться на час. Возможно, настоящая ошибка окажется даже значительно больше. Если бы все трое случайно назвали одинаковое время, мы могли бы принять простое совпадение за доказанный факт. Тогда расследование легко пошло бы по ложному следу. Но самим выстрелом положение совсем другое. Трое людей слышали один и тот же звук и одинаково уверенно называют день. А теперь вам лучше немного отдохнуть, мистер Боуэр. Я собираюсь осмотреть весь дом очень тщательно, поэтому работа займет немало времени. Если будете все это время следить за каждым моим движением, боюсь, очень скоро вам станет невыносимо скучно. Однако Боуэр явно не собирался отвлекаться ни на книги, ни на другие занятия. Вокруг оставалось слишком много непонятных деталей. А я все никак не могу выбросить из головы это окно. Зачем Мейну вообще понадобилось проникать в собственный коттедж таким способом? И зачем потом снова выбираться через окно, если рядом находилась обычная дверь? У такого странного поведения должна быть какая-то причина. Хьюит ничего не ответил и принялся методично обследовать гостиную. Он внимательно осматривал пол, стены, потолок и каждый предмет мебели. Возле камина Хьюит неожиданно остановился и осторожно наклонился к решетке. Оттуда он извлек несколько тонких листов обугленной бумаги. Хьюит перенес хрупкие остатки к окну и осторожно разложил их на подоконнике. Бумага могла рассыпаться даже от малейшего движения воздуха. Принесите сюда какую-нибудь небольшую ширму и прикройте бумагу от сквозняка. Иначе через несколько секунд от нее может вообще ничего не остаться. Похоже, перед нами хорошая плотная почтовая бумага. Именно поэтому после огня листы еще не рассыпались окончательно. Последние дни стояли достаточно теплыми, поэтому камин здесь явно не использовали для отопления. Значит, эту бумагу сожгли отдельно и вполне намеренно. Причем листы, похоже, поджигали отдельно при помощи спички или свечки. Кто-то явно хотел уничтожить именно эти бумаги. Тогда перед нами могут быть те самые письма, которые Рьюс писал в то утро. Но после такого огня разве еще можно что-нибудь прочитать? Пока рано делать какие-либо выводы, мистер Боуэр. Иногда обгоревшая бумага сохраняет гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Хьюит поднес обугленные листы ближе к свету и начал медленно менять угол. Через несколько секунд на почерневшей поверхности проступили едва заметные линии. Проведем небольшой опыт, мистер Боуэр. Лондонский адрес Рьюса, 17, Моунджой Гарденс, Хэмпстед, если я правильно помню. Да, адрес вы назвали совершенно правильно. Неужели его действительно можно разобрать на этой обгоревшей бумаге? Боуэр поспешно подошел ближе и почти навис над подоконником. Он старался разглядеть на почерневшем листе то, что уже заметил Хьюит. После огня на хорошей плотной бумаге иногда сохраняются отдельные буквы и следы тиснения. Особенно хорошо переживают огонь рельефные печатные элементы. Листы сильно сморщились, но в верхней части все еще заметен рельефный адрес. Именно его я сейчас и смог прочитать. Значит, Рьюс привез с собой собственную почтовую бумагу. А вот здесь видно, что печатный адрес кто-то намеренно перечеркнул чернилами. В начале письма еще можно разобрать слова «Моя Д». Дальше сохранились остатки обращения и отдельно различимое слово «мать». Вероятнее всего, Рьюс начал письмо словами «Моя дорогая мать» или очень похожим обращением.
Точнее восстановить формулировку «после огня» уже невозможно. На той же строке было какое-то продолжение, но оно почти полностью уничтожено. Возможно, Рьюс обращался сразу к матери и сестре. Дальше сохранилось совсем немного, поэтому надежно прочесть основной текст уже невозможно. Отдельные следы букв еще видны, но доверять им опасно. Судя по остаткам, письмо было довольно длинным и занимало несколько листов. Возможно, здесь вообще сожгли сразу несколько отдельных писем. Теперь все действительно сходится. Хьюит. Рьюс писал домой, а после его смерти Мэйн просто уничтожил эти письма. Иначе они могли сразу разоблачить всю историю с оспой. Достаточно было хотя бы одному письму Рьюса дойти до семьи уже после объявленной болезни. Хьюит никак не отреагировал на поспешный вывод Боуайера и снова принялся за осмотр. Он явно не собирался подгонять найденные улики под уже готовую версию. Хьюит снова медленно прошел по гостиной, проверяя мебель, стены, края столов и самые неприметные выступы. Затем он перешел в спальню и с той же тщательностью осмотрел все помещение. Особое внимание Хьюит уделил 2 кроватям. Он внимательно проверил постель, матрасы и каждую заметную складку белья. После спальни он тщательно осмотрел ванную и хозяйственную комнату. Затем Хьюит вышел во двор за домом. За окном гостиной тянулся высокий плотный забор. Хьюит медленно прошел вдоль него, внимательно исследуя каждую доску. После этого он осмотрел кирпичную дорожку между окном и забором. Было заметно, что сыщик разыскивает какой-то совершенно конкретный след. Вернувшись в гостиную, Хьюит остановился возле Боуайера. По выражению его лица было видно, что во время осмотра обнаружилось нечто неожиданное. Здесь есть одна деталь, которая мне совершенно не нравится. Пуля прошла через тело Рьюса на вылет, почти не потеряв своей силы. Доктор О'Рейли считает, что стреляли из крупного револьвера. Значит, пуля должна была двигаться с очень большой силой. После выхода сзади эта пуля обязательно должна была куда-нибудь попасть. Но во всей комнате я не нашел ни одного следа такого удара. Ни стены, ни пол, ни потолок, ни мебель здесь не повреждены. При этом самой пули в комнате тоже нет. Но Мэйн мог просто найти пулю после убийства и забрать ее. Возможно, он намеренно унес ее вместе с остальными уликами. Саму пулю он действительно мог унести, но след от удара убрать гораздо сложнее. Где-нибудь в этой комнате обязательно осталось бы заметное повреждение. Да и достать саму пулю было бы непросто. При такой скорости она глубоко вошла бы в дерево, кирпич или штукатурку. Посмотрите вокруг сами, мистер Боуайер. Куда здесь могла попасть такая пуля и при этом не оставить никакого следа? Боуайер медленно обвел комнату взглядом, задерживаясь на стенах, потолке, мебели и закрытом окне. Но подходящего объяснения он так и не нашел. Действительно, бесследно исчезнуть пули здесь почти негде. Остается только предположить, что во время выстрела окно было открыто. Но даже тогда проблема никуда не исчезает. Пуля должна была попасть либо в забор, либо в кирпичную дорожку, а там тоже нет никаких следов. Как бы высоко ни подняли нижнюю створку, пуля все равно не смогла бы перелететь через забор, не задев оконную раму. Версия с окнами спальни тоже плохо подходит. Шанахан и его спутники наверняка заметили бы выстрел оттуда, когда проходили мимо дома. Тогда что же здесь произошло, Хьюит? Если пуля нигде не осталась и ничего не повредила, откуда вообще мог прозвучать выстрел? Здесь я вижу только 2 возможных объяснения. Либо Рьюса застрелили в другом месте и перенесли сюда уже мертвым, либо предмет со следом от пули потом убрали. Тогда второе объяснение кажется гораздо вероятнее. Мэйн мог убрать еще одну улику после убийства,
как уже поступил с письмами и одеждой. Чем больше мы узнаем, тем тщательнее выглядит вся подготовка. Но каждая исчезнувшая улика теперь только усиливает подозрения против самого Мейна. Хьюит не поддержал поспешный вывод Боуайера и снова внимательно оглядел гостиную. Казалось, он пытался мысленно восстановить ее прежний вид. Нам снова понадобится миссис Хёрли. Она часто бывала в этом доме и лучше других заметит, если после смерти Рьюса отсюда что-нибудь исчезло. Констебль, попросите миссис Хёрли подойти сюда как можно скорее. Мне нужно, чтобы она еще раз внимательно осмотрела все комнаты. Миссис Хёрли пришла почти сразу, и констебль проводил ее в гостиную. Хьюит попросил женщину остановиться у двери и внимательно осмотреть комнату. Миссис Хёрли, оглядитесь здесь как можно внимательнее, а потом осмотрите остальные комнаты. Скажите, не исчезло ли отсюда что-нибудь привычное или хорошо знакомое? Постарайтесь вспомнить, как все выглядело в то утро, когда вы в последний раз видели мистера Рьюса живым. Миссис Хёрли медленно оглядела комнату, переводя взгляд с мебели на стены, затем на стол и каминную полочку. На первый взгляд все выглядит почти так же, как обычно, сэр. Ничего особенно странного я пока здесь не замечаю. Но через мгновение ее взгляд задержался на каминной полке, и выражение лица неожиданно изменилось. Миссис Хёрли явно вспомнила какую-то важную деталь. Хотя одну вещь я все-таки заметила, сэр. Здесь всегда стояли часы, а теперь на каминной полке их почему-то нет. Вы уверены, что часы стояли именно здесь? И в то последнее утро они тоже находились на этой полке? В этом я совершенно не сомневаюсь, сэр. В то утро часы стояли здесь, как и почти каждый день до этого. Тогда опишите их как можно точнее. Как они выглядели, какого были размера и из чего был сделан корпус? Это были самые обычные круглые часы в металлическом корпусе, сэр. Кажется, такие часы называли американскими, и ничего дорогого в них не было. За то время они показывали очень точно. Почти всегда эти часы шли одинаково с моими домашними часами. Значит, их показаниям можно было доверять. Они не спешили и не отставали на несколько минут. Да, этим часам вполне можно было доверять, сэр. Неделями они шли почти одинаково с моими и редко расходились даже на минуту. Благодарю вас, миссис Хёрли. Этого вполне достаточно. Вы только что вспомнили деталь, которая может оказаться чрезвычайно важной. В голосе Хьюита впервые появилось заметное возбуждение. Он быстро повернулся к Боуайеру, словно внезапно увидел новый путь к разгадке. Эти часы нужно найти как можно скорее. Вместе с ними исчез и револьвер, который доктор О'Рейли видел у Мейна накануне. Помогите мне еще раз тщательно обыскать весь дом, особенно пол и стены. Ищите тайники, плохо закрепленные доски и любые места, куда можно быстро спрятать вещи. Но разве не проще предположить, что Мэйн забрал и револьвер, и часы с собой, когда поспешно покидал коттедж? Револьвер он еще мог унести, хотя я сомневаюсь даже в этом. Но часы гораздо важнее, Боуайер, потому что сами по себе могут оказаться серьезной уликой. Хьюит быстро вышел из коттеджа и обошел дом по кругу. Он внимательно осматривал землю, ближайшие кусты и окружающие поля. Через несколько минут Хьюит вернулся в гостиную. По его лицу было видно, что одну возможность он уже отбросил и теперь проверяет другую. Теперь я почти уверен, что искать нужно внутри самого дома. Если эти вещи спрятали намеренно, их наверняка оставили где-то совсем рядом. Хьюит на мгновение замер посреди комнаты, а затем резко повернулся к камину. Через секунду металлическое ограждение уже было отброшено в сторону. Вокруг тяжелой каменной плитки очага тянулась тонкая, но хорошо заметная щель. Похоже, плиту недавно поднимали,
а затем небрежно положили обратно. Подойдите сюда и взгляните, Боуайер. Плита лежит неплотно, а значит, под ней вполне может находиться небольшое пустое пространство. Хьюитт схватил каминные щипцы и просунул одну ножку инструмента в щель. Используя щипцы как рычаг, он медленно приподнял тяжелую плиту. Когда край поднялся достаточно высоко, Хьюитт ухватился за плиту обеими руками. Затем он вытащил ее наружу и осторожно сдвинул по линолеуму. Под очагом обнаружилось небольшое углубление. Внутри лежали два предмета — крупный револьвер и круглые американские часы в никелированном корпусе. Похоже, мы нашли сразу обе пропавшие вещи, Боуайер. И револьвер, и часы все это время были спрятаны под каминной плитой. Хьюитт поднял обе находки и поставил их на каминную полочку. Именно там, по словам миссис Хёрли, раньше всегда стояли часы. Стекло циферблата было разбито вдребезги, а через сам циферблат проходила широкая рваная пробоина. В часы явно ударило что-то с огромной силой. Несколько секунд Хьюитт молча рассматривал разбитые часы. Постепенно выражение его лица изменилось, словно последняя деталь, наконец, заняла свое место. «Мистер Боуайер, боюсь, все это время мы серьезно ошибались насчет Стэнли Мейна. Мы слишком упорно смотрели на это дело только с одной стороны. Теперь я почти уверен, что Элджернона Рьюса никто не убивал. Все указывает на то, что он сам свел счеты с жизнью. И теперь у нас есть почти прямое доказательство этой версии. Все это время оно находилось внутри разбитых часов». Какое еще доказательство вы нашли в этих часах, Хьюитт? Если Рьюс покончил с собой, зачем тогда Мейну понадобилась вся эта сложная ложь про оспу? И как тогда объяснить его бегство после разговора об эксгумации? Если Мэйн невиновен, зачем ему было исчезать именно в такой момент? До бегства мы еще обязательно доберемся, мистер Боуайер. Но сначала разберемся с часами, потому что именно они дают нам самый точный ответ. Вспомните, Мэйн сверил свои часы с ратуши Каланина, а часы миссис Хёрли в тот день показывали то же самое время. Сегодня мы сами убедились, что часы миссис Хёрли до сих пор идут точно. А эти часы, по ее словам, всегда показывали практически то же время. Мэйн вернулся к коттеджу ровно в 2 часа. Теперь посмотрите на эти часы. Стрелки остановились именно в момент попадания пули. Стрелки застыли на отметке без 3 минут час. Значит, выстрел прозвучал в 12:57, задолго до возвращения Мейна. Хьюитт взял часы и быстро снял заднюю крышку. Перед Боуайером открылся сильно поврежденный механизм. А теперь посмотрите внутрь механизма, Боуайер. Пуля застряла между колесами и от удара раскололась на несколько острых металлических фрагментов. Колеса механизма разбиты, а центральная ось сильно погнута. После такого удара стрелки уже физически не могли продолжать движение. Посмотрите на стрелки внимательно. Обе застыли намертво. Пуля ударила прямо в механизм и остановила часы в момент выстрела. А теперь взгляните на главную пружину. Она раскрутилась меньше, чем наполовину, значит, до попадания пули часы исправно шли. Мэйн оставил Рьюса живым около 9:30 утра и вернулся только в 2 часа. К тому моменту Рьюс был мертв уже больше часа. Но тогда объясните всю остальную ложь, Хьюитт. Письма, ложное свидетельство о смерти, сожженные вещи и бегство Мейна ведь никуда не исчезают. Именно это я сейчас и объясню, мистер Боуайер. Давайте восстановим всю историю с самого начала и посмотрим, как события могли развиваться на самом деле. Вы сами рассказывали, что последние месяцы Рьюс чувствовал себя все хуже. Он ослаб, сильно изменился и уже совсем не походил на прежнего себя. Вы также упоминали о смерти молодой женщины, которую он любил и собирался сделать своей женой.
Такое потрясение могло сломить его гораздо сильнее, чем замечали окружающие. Судя по всему, Рьюс переживал тяжелый душевный кризис и постоянно возвращался мыслями к своей утрате. Со временем это состояние становилось только глубже. Именно поэтому ему советовали сменить обстановку, больше бывать на воздухе и найти занятия, способные отвлечь от тяжелых мыслей. Мэйн и предложил ему эту поездку на рыбалку. Возможно, первое время поездка действительно помогала Рьюсу. Но затем новизна исчезла, дни стали однообразными, и прежние тяжелые мысли начали возвращаться. В таком состоянии человек способен дойти до самых опасных решений. Мэйн, вероятно, просто не понимал, насколько далеко уже зашло отчаяние его друга. Иначе он едва ли оставил бы Рьюса одного на несколько часов, тем более, что в доме находился заряженный револьвер. Но в то утро Мэйн отправился в Каланин, и Рьюс остался один. Возможно, именно тогда он окончательно решился на то, о чем уже давно думал. Сначала Рьюс пишет записку Мэйну, а затем длинное письмо своей матери. Остатки этого письма мы и обнаружили сегодня в камине. Можно предположить, что это было тяжелое прощальное письмо. Вероятно, Рьюс пытался объяснить матери свое состояние и причину решения, которое собирался принять. Он мог писать о своем отчаянии, пережитой утрате и причинах собственного решения. После такого письма у семьи уже не осталось бы сомнений в причине смерти. Закончив письмо, Рьюс встает из-за стола и поворачивается спиной к камину. Затем он приставляет револьвер к груди. Раздается выстрел, и пуля проходит через сердце на вылет. После этого она ударяет в часы на каминной полке и останавливает их без 3 минут час. Тело остается в комнате больше часа. Только около 2 Мэйн возвращается из Каланина и подходит к коттеджу. Дверь оказывается заперта, а на стук никто не отвечает. Тогда Мэйн обходит дом и заглядывает через окно гостиной, где, вероятно, замечает лежащее тело. Он просовывает нож между рамами, отжимает внутреннюю защелку и открывает окно. Именно этим и объясняются свежие следы, которые мы обнаружили на раме. Внутри его ждет страшная картина. Ближайший друг лежит мертвым, рядом находится оружие, а на столе остаются прощальные письма. Представьте, какое потрясение должен был испытать Мэйн. Но почти сразу перед ним возникает другая проблема – как сообщить семье о случившемся. Мэйн прекрасно знает, насколько мать Рьюса привязана к сыну и как слабо ее сердце. Он понимает, что правда о самоубийстве может стать для нее сокрушительным ударом. Особенно страшным могло оказаться последнее письмо самого Рьюса. Если в нем действительно описано его отчаяние, передать такое письмо матери Мэйн просто не решается. Поэтому он уничтожает письмо вместе с запиской, оставленной для него самого. Вероятно, Мэйн убеждает себя, что так хотя бы избавить семью от дополнительной боли. Но очень скоро он понимает, что одного уничтожения писем недостаточно. Само известие о добровольной смерти сына может окончательно подорвать здоровье миссис Рьюс. И тогда Мэйн принимает роковое решение. Саму смерть скрыть невозможно, но ее настоящую причину, как ему кажется, еще можно скрыть. Обстоятельства словно сами подталкивают его к этому обману. Мэйн находится здесь один. Он квалифицированный врач и может самостоятельно оформить свидетельство о смерти. А совсем рядом действительно бушует эпидемия оспы. Поэтому внезапная смерть от этой болезни никому не покажется чем-то невероятным. Более того, страх заражения сам удержит людей подальше от коттеджа. Никто без крайней необходимости не захочет осматривать тело человека, якобы умершего от оспы. Тогда Мэйн начинает осуществлять свой план. Он пишет миссис Рьюс первое письмо о внезапной болезни сына и одновременно запрещает миссис Хёрли приближаться к коттеджу.
Затем он уничтожает одежду Рьюса и тщательно отмывает место, где лежало тело. Линолеум позволял довольно легко удалить свежие следы крови. После этого Мэйн очищает огнестрельную рану, закрывает ее и тщательно обрабатывает. Он старается сделать так, чтобы при случайном поверхностном осмотре повреждение не привлекло внимания. На каждом этапе Мэйну помогало медицинское образование. Благодаря своим знаниям он мог действовать гораздо увереннее и аккуратнее, чем человек без подобного опыта. Разбитые часы и револьвер он спрятал под каминной плитой. Оба предмета слишком быстро раскрыли бы настоящую причину смерти Рьюса. После этого Мэйн еще несколько дней поддерживал выдуманную историю о болезни. Он писал новые письма и в конце концов оформил смерть как результат тяжелой формы оспы. Надо признать, сам обман Мэйн продумал довольно умело. Но трудно представить, что ему самому пришлось пережить за эти несколько дней. При этом Мэйн совершенно не понимал главного. Пытаясь скрыть правду, он собственными руками создавал против себя почти неопровержимые доказательства убийства. А затем появились вы, мистер Боуэр, уже подозревавший преступление. Вы прямо перечислили Мэйну все, что в его поведении выглядело странным и подозрительным. И только тогда он впервые посмотрел на произошедшее глазами постороннего человека. Не друга, пытавшегося защитить семью Рьюса, а человека, который будет расследовать смерть Элджернона. Именно тогда Мэйн понял, что сам уничтожил почти все доказательства самоубийства Элджернона. В тот же момент он осознал, насколько опасным стало его положение. Он сжег прощальные письма, спрятал револьвер и часы, уничтожил одежду и смыл кровь. Кроме того, он обработал рану и собственноручно выписал ложное свидетельство о смерти. А затем вы напомнили ему еще об одном обстоятельстве. После смерти Рьюса его невеста Мэри получает огромное состояние, поэтому Мэйн тоже косвенно оказывается заинтересован в этой смерти. Теперь оставалось тело с огнестрельным ранением, ложное свидетельство и выдуманная история об оспе. К этому добавлялись уничтоженные вещи, письма семье и его собственный обман окружающих. Почти все, что могло доказать самоубийство, Мэйн уничтожил собственными руками. А все оставшееся сбоку выглядело как следы тщательно подготовленного убийства. Можно ли после этого удивляться его панике и бегству? В тот момент Мэйн, вероятно, решил, что доказать свою невиновность уже практически невозможно. Должен признать, ваша версия теперь выглядит очень убедительно, Хьюитт. Но все же нельзя полностью исключать, что события могли развиваться иначе. Конечно, но здесь важнее другое. Мог ли Мэйн вообще совершить это убийство? Разбитые часы дают на этот вопрос почти однозначный ответ. Попробуйте объяснить их иначе, если сможете. Мэйн никак не мог стрелять в Рьюса здесь и одновременно возвращаться по дороге из Каланина. Не забывайте и показания миссис Хёрли. Она сама видела возвращение Мэйна ровно в 2 часа и задолго до этого наблюдала за дорожкой. Пожалуй, с таким доказательством действительно трудно спорить. Тогда скажите, Хьюитт, что нам теперь следует предпринять в первую очередь? Прежде всего нужно вернуть Мэйна и дать ему понять, что мы установили точное время смерти Рьюса. Я бы начал с короткого объявления в газетах. Например, доказано, что Рьюс умер более чем за час до вашего возвращения. Теперь вам ничего не угрожает, и ваши показания крайне необходимы. Думаю, Мэйн сразу поймет, что это обращение предназначено именно ему. Одновременно нужно сообщить обо всем полиции и передать сведения по телеграфу. Пока они займутся розыском, я еще раз внимательно осмотрю ближайшие окрестности. Расчет Хьюитта оказался верным. Уже через 2 дня объявление сработало. Именно такого сигнала Мэйн, скрываясь от полиции, втайне все это время и ждал. Позднее он признался,
что первый приступ паники постепенно прошел. После этого Мэйн начал всерьез задумываться о добровольном возвращении и попытке доказать свою невиновность. Однако появляться дома за деньгами или обращаться в собственный банк он не решался. Мэйн вполне справедливо опасался, что полиция уже наблюдает за обоими местами. Он регулярно просматривал газеты, пытаясь понять, как развивается расследование. Именно там Мэйн увидел объявление Хьюита и понял, что больше скрываться незачем. После возвращения Мэйн дал подробные объяснения, которые почти полностью совпали с реконструкцией Хьюита. Совпали даже причины, заставившие его скрыть самоубийство друга. До появления Боуайера в коттедже Мэйн думал только об одном. Он хотел скрыть страшную правду и защитить мать и сестру Рьюса от еще более тяжелого потрясения. Он даже не представлял, насколько подозрительно выглядит со стороны его собственное поведение. Только Боуайер заставил Мэйна увидеть всю цепочку обстоятельств глазами будущего следствия. И страх Мэйна за здоровье миссис Рьюс, к несчастью, оказался далеко не беспочвенным. Бедная женщина пережила своего единственного сына всего на 1 месяц. С тех событий прошло уже немало времени. Лучше всего об этом говорит один простой факт. Мэри Рьюс и Стэнли Мэйн женаты уже почти 3 года. Так закончилась история, где попытка скрыть правду и сострадание едва не погубила невиновного человека. Желая защитить чужую семью от боли, Мэйн собственными руками создал почти идеальное дело против самого себя. Друзья, если вам нравятся классические английские детективы и вы хотите услышать новые расследования Мартина Хьюитта, обязательно подпишитесь на канал и поддержите эту историю лайком.